Всем привет, друзья мои! Ну что, делаем перерыв и смотрим любимые CG новости. Вы на канале J-Centers и меня зовут Джон Кормилицын. Сегодня в выпуске. К концу 21 века улетаем жить на Луну. Персонажи Dota 2, созданные в Midjourney. Иммерсивные технологии и Light Tracer Render 2.4.0 с новым движком RigidBody. Ребят, мы тут немножко расширяемся и вводим новый канал про нейросети, где будем выставлять новости о нейронках, крутые технологии, делиться взломами и интригами, также показывать тесты нейронок нашими админами, ну и как же без личного опыта о будущем индустрии. Канал в Телеграме, найти его можно по вот этой ссылке. Мы ее также продублировали в описании. По мере раскачки будут крутые спикеры, люди, которые будут делиться интересной информацией. У нас даже сейчас там огромное количество каких-то прикольных картинок, которые уже сгенерированы обычными пользователями, которые сейчас делятся этими картинками как раз у нас в чате. Поэтому нужна ваша поддержка. Кому интересны нейронки, обязательно подписывайтесь, будем делиться большим количеством информации. А вы успели подхватить волну хайпа над последними селфи, сделанными на Земле? Выглядит это, конечно, крипово, и вот эти генерации прошли через все новостные паблики и журналы. Повсюду пишут, что это результат выданный Daily 2. А те, кто уже знаком со стилистикой подобных нейросетей, пытаются доказать, что это Midjourney. А некоторые кричат, что такая техника у настоящего художника Бекинского. Мы решили попробовать дойти до первого источника всего этого кипиша, а это вроде как TikTok. И в итоге там пусто, вообще ничего нет. Поэтому не видим дальше размусоливать эту хренотень. И не ведитесь на заголовки газет, а лучше залетайте к нам в телеграм-канал JC Deepfake про нейросети. И опять же в тему нейросетей. Midjourney сгенерировала изображение персонажей из игры Dota 2. Конечно, выглядит это все очень жутковато, впрочем, как и все от Midjourney. Но есть в этом какая-то своя атмосфера. Так что ждем новые скины, а еще интересное мнение заядлых фанатов. Уже поставили себе обои в телефоне? Если нет, то ссылочка в описании. Нам тут скинули видео, где автор, наклоняя экран, скидывает мебель, расположенную в сцене Unreal Engine 5. Реализовано это через TCP-сервер. Данные о приложении идут с телефона, а затем отправляются в Unreal. Сам же телефон прикреплен вон там вверху. И, кстати, здесь Android. Для создания самой сцены использовались DataSmith, Lumen и Nanit. Берите на заметку в качестве эффективной презентации проекта. Внимание, вопрос. Кто-нибудь уже выполнял заказы на создание персонажа-инфлюенсера или, допустим, для того же метаверса? Хотелось бы услышать ваше мнение как специалистов о подготовке такого типа проектов. Направление сейчас стремительно развивается, и при этом у многих заказчиков нет четкого понимания, чего они хотят видеть. Знаем, что на рынке уже два относительно успешных инфлюенса. Это Лил Микела и Тереза. И они могут быть кем захотят. Про Микелу, наверное, известно больше, а вот Терезу мы узнали не так давно. За ее развитие отвечают студии Кимит Собаки и Imaginary. Под их же лейблом Тереза выступает как певица. Интересно, много ли дохода приходит от этой деятельности? Я думаю, что до хрена. Кстати, в телеге нам еще скинули аккаунт Ксера Вега. Но это прям вообще дичь. От первого же видео тошнит. Пишите в комментарии, кого еще знаете. Light Tracer Render обновился до версии 2.4.0. Разработчики интегрировали физический движок RigidBody. Его суть в том, что, допустим, вы помещаете одно кольцо поверх другого. Раньше нужно было подстраивать положение, проверяя, нет ли пересечений между кольцами, что отнимало время. Теперь можно просто потянуть кольцо вниз, и оно автоматически встанет в физически правдоподобное положение. К тому же внедрили новый способ выбора объектов. Теперь он выделяется как целая группа, а если надо будет взять отдельный объект, достаточно кликнуть два раза по модельке. Ну и как же без повышения производительности? Рендеринг ускорился аж на 10-20%. Обязательно протестируйте Light Tracer. Это физически корректный движок с системой онлайн-рендеринга в реальном времени. В Казани пройдет ежегодная IT-конференция CrossConf. Продлится он 2 дня, с 9 по 10 сентября этого года. Среди спикеров руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, ВК, Яндекс, Сбер, ВТБ и других компаний. Мероприятие будет разделено на 8 тематических потоков, среди которых веб-разработка, нейронные сети, управление IT-проектами и некоторые другие. Весь список сможете посмотреть на официальном сайте. Там же будет перечень спикеров. Место проведения — Казань, Иннополис. И что самое крутое, для участников конференции подготовлены специальные IT-сеты и скидки на напитки и закуски в некоторых ресторанах города. И еще небольшой бонус: при покупке билетов до 1 сентября скидка 10%, а если поедете командой, скидка до 40%.
Иммерсивные технологии дошли до отелей Moxy Hotels, принадлежащих более известной международной сети Marriott. До конца года посетители могут использовать технологии дополненной реальности для изучения 12 отелей в странах Азии. Перед регистрацией скачивайте приложение, создавайте себе аватара и с ним выполняйте задания для получения призов. Но, честно говоря, реализация пока не очень, но это судя по социальным сетям. Все такое деревянное и вообще не соответствует заявленному уровню отелей. LG не так давно представила устройство для домашнего садоводства. Называется оно LG Tianun. Наверное, как-то так. Конечно, не в тему нашего CG, но вдруг кто-то из вас в душе садовод или хочет всегда свежую зелень в салате, а других возможностей нет. И это не реклама. Tianun — это полностью автономное устройство с оптимальными условиями для выращивания овощей. Да, в России, конечно же, их пока нет. В смысле, этих устройств овощей достаточно. А вот те, кто живут в Сеуле, могут попробовать арендовать мини-версию этой техники. В сентябре этого года на рынок некоторых стран выйдет AR-гарнитура Magic Leap 2. Это очки дополненной реальности, имеют высокое разрешение в 2,5 миллиона пикселей на глаз, а с частотой 120 Гц, а также поддерживает более 16 миллионов цветов и, как пишут на сайте, их поле зрения составляет до 70 градусов по диагонали. А еще в очках стоит процессор AMD и 4 камеры слежения за глазами. При непрерывном использовании может работать до 3,5 часов. Рекомендованная цена от 3 до 5000 долларов, в зависимости от функционала и страны. А вот с нашей локализацией ничего не ясно. А если покупать где-то в ней и завозить, то на таможне могут попасть под статью о незаконном обороте средств для скрытой аудио-видеофиксации данных. Вот такая вот история. Следующая новость любителям театров, или же наоборот тем, кто считает их нудными. Несколько студентов из Южной Кореи разработали AR-очки René. Они предназначены для расширения сценических постановок, превращая их в иммерсивное шоу. Гарнитура оснащена биноклем, а также датчиком для регуляции громкости актеров, эффектов, музыки и прочего. Очки идут в футляре и с тематическим ремешком. Я не особо, точнее даже вообще не люблю театры в их классическом исполнении, но на такое бы шоу, наверное, сходил. Лучше бы Ростех вместо игрового движка сделали бы подобные очки. Начинать так с малого. Хотя о чем я говорю? А теперь история обычного понедельника. Листая Reddit по хэштегу 3D, мы наткнулись на пост, где автор каким-то образом вытащил данные своего мозга из МРТ головы и смог сделать его 3D модель. И таких опытов немало. Вот, например, полушария выступают в роли светильника. Есть даже посты 7-летней давности. У кого-то есть 3D принтер? Что вы обычно печатаете? Киотские студенты и Kojima Construction разрабатывают проект по строительству жилого объекта на поверхности Луны и Марса. Если вы подумали, что это тот самый Кодзима, то нет, там другая компания абсолютно. Дизайн космической установки вы видите на экране. Я так думаю, что это тоже, наверное, гениально. Работает он за счет использования центробежной силы и создания искусственной гравитации. Также к станции будет подключена транспортная система в виде гексакапсул с поддержкой связи 1G. Ну хотя бы так. Пока это всего лишь визуализация, причем в очень долгосрочной перспективе. Больше информации о проекте найдете в ссылочке в описании. Для синки теперь есть плагин, который моделирует по сплайну. Nitro Spline Model. Кто-то писал, что выглядит это как... Но опровергать не будем, сами не тестили. Напишите, может быть, кто-то уже из вас протестировал, это очень интересно, потому что, судя по анонсу, плагин выдает нормальную топологию. Купить его можно на сайте Nitro 4D и стоит он 65 евро. Осталось найти варианты оплаты. И обязательно прочитайте требования, что, например, дополнение работает только на C4D R26 и новее. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на оба нашего канала. На CGI J-Centers CG Новости и на J-Centers Нейросети. Будем ждать вас. Во всех пабликах есть чаты, куда вы можете скидывать свое вдохновение. Я так думаю, что скоро мы сделаем вдохновение и на нейросети, потому что там такие работы получаются, что просто охренеть. Мы туда поместили классных админов, которые будут закидывать интересную информацию не только по тому, как делаются нейронки, а еще, как работает искусственный интеллект, к примеру. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки и удачи, мои друзья! Муа!